Для новичков самую большую трудность при езде на мотоцикле составляет балансировка сцепления и газа при трогании с места. Поэтому компания Honda решила завоевать еще большую аудиторию и представила в 1976 году мотоцикл с автоматом Honda CB750 Honda Matic. И дело не ограничилось просто установкой автоматической трансмиссии на самую ходовую модель, как многие могли подумать. Японцам пришлось хорошенько переработать 736-кубовый двигатель и вообще заморочиться, чтобы подружить его с новой двухступенчатой коробкой передач, которая по сути являлась полуавтоматом, но обо всем по порядку. Инженеры Honda стали подгонять уже имеющийся двигатель под автоматическую коробку тех времен, а они-то были не такие, как сейчас. Изменения коснулись камеры сгорания, чтобы снизить компрессию. Появился новый распредвал. Выхлопная система поначалу была переделана 4 в 1, а затем 4 в 2. Это дало лучшую тягу на низких оборотах, что соответствовало характеристикам гидротрансформатора, из-за которого сухой картер мотоцикла пришлось заменить на мокрый, чтобы обеспечить смазку трансмиссии. Помимо всего, стандартная топливная система не устраивала Honda Matic, поэтому дополнительно был установлен топливный насос к 4 24 мм карбюраторам Keihin. Плюс была разработана электронно управляемая ручка газа, которая автоматически увеличивала обороты при включении передачи, чтобы обеспечить бесперебойную работу двигателя с гидротрансформатором при трогании с места. Мощность двигателя осталась на том же уровне, это 67 лошадиных сил максимальной мощности и 60 ньютон-метров крутящего момента. Honda сознательно не стала выбирать полностью автоматическую коробку передач, потому что автоматы тех времен переключались с рывками. В машине это не было особой проблемой, а вот мотоциклист мог потерять равновесие в повороте, что привело бы к печальным последствиям. Поэтому Honda решила использовать гидротрансформатор вместо сцепления, а переключение передач производилось вручную с помощью обычной ножной лапки. Чтобы двигатель завелся при нажатии стартера, коробка должна быть в нейтральном положении. Если райдер забывал переключиться в нейтральное положение перед парковкой, то откидывание боковой подножки делало это за него, чтобы не допустить в будущем запуск двигателя на передаче. Круто, не правда ли? Но это еще не все. Также кнопочный стояночный тормоз, действующий на заднее колесо, не позволял мотоциклу откатиться, если он был припаркован на склоне. Причем даже если нажатием кнопки снять с ручника, то колодки останутся зажатыми до тех пор, пока мотоциклист не нажмет на тормоз. Внешне мотоцикл тоже отличался от стандартной CB750 тех лет, ведь дизайнеры черпали вдохновение от модели GL.
Приборы самые простые. Тахометр уступил место большим индикаторным лампам, показывающим, на какой передаче находится мотоцикл в данный момент. Спидометр показывает диапазон как для низкой, так и для высшей передачи, чтобы водитель не перегружал двигатель. Первая передача предназначена для езды от 0 до 100 км в час, а вторая высшая передача до 160 км в час. Однако можно и на второй передаче ездить от 0 до максималки, ну и разгон будет соответствующий. Вопреки всем ожиданиям, Honda CB750 Honda Matic не стала мега популярной. А все потому, что мотоцикл получился слишком тяжелый для начинающих мотоциклистов и слишком медленный для опытных райдеров. Поэтому 1978 год стал последним годом производства этого шедевра инженерной мысли.